Лаврентий Берия родился в глухом грузинском селении. Он мечтал о карьере инженера. Но Октябрьская революция 17 года заставила его изменить планы. Во время учебы в механико-строительном училище он примкнул к большевикам и стал профессиональным чекистом. Партийное руководство оценило деловую хватку Берии. Он успешно подавил ряд антисоветских восстаний и быстро продвигался по службе. В 33 года Лаврентий Берия уже руководил Компартией всего Закавказья и отвечал за хозяйство огромного края. Через 6 лет по личному приглашению Сталина он переехал в Москву, чтобы возглавить наркомат внутренних дел Советского Союза. Началась Бериевская оттепель. Снизился масштаб репрессий. Многие заключенные вышли из лагерей. В рамках ГУЛАГа была создана система режимных конструкторских бюро – «Шарашек». Также Берия руководил стратегической разведкой. Он первым получал секретные донесения о том, что Гитлер планирует напасть на Советский Союз. Страна готовилась к большой войне. «22 июня 1941 года в 5 часов 45 минут утра в кабинет Сталина вошли заместитель председателя правительства Берия, нарком иностранных дел Молотов, нарком обороны Тимошенко и двое его заместителей – Мехлис и Жуков. Начиналась война, которая испытает на прочность всю страну – рядовых и генералов, инженеров и крестьян, рабочих и членов правительства. Берия понимал, что путь к победе будет нелегким. На карту поставлена независимость огромной державы, а последствия ошибочных решений могут стать необратимыми не только для Советского Союза, но и для всего мира. В первые же дни войны сын Лаврентия Берии, 16-летний Серго, сообщил, что пойдет в армию добровольцем и подаст заявление в разведшколу. Родители одобрили выбор сына, и Серго надолго покинул родной дом. Члены советского правительства никогда не прятали своих детей от фронта. Все сыновья Сталина воевали в действующей армии. Василий был летчиком, Яков и приемный сын Артем Сергеев – артиллеристами. Летчиками были и сын Никиты Хрущева Леонид, и приемный сын Климента Ворошилова Тимур Фрунзе. Оба погибли во время войны. Серго Берия, как разведчик, участвовал в спецоперациях за линией фронта. Был награжден орденом Красной Звезды. Тем временем его отцу приходилось решать все более сложные и масштабные задачи. Как член Государственного комитета обороны, Берия отвечал за эвакуацию промышленных предприятий, а также за производство почти всех видов вооружений, самолетов и ракетной техники. Индустриализация в 30-е годы позволила СССР значительно снизить зависимость страны от внешних поставок техники и оборудования. 9800 крупных предприятий, построенных в эти годы, создали в СССР промышленную базу, почти независимую от импорта. За 10 предвоенных лет заводы Советского Союза выпустили 700 тысяч тракторов, или 40% от их общемирового производства. С началом войны эти заводы перешли на выпуск вооружения и вместо тракторов производили уже танки. Накануне Великой Отечественной войны в СССР разрабатывались и внедрялись новые виды техники. Тяжелый танк КВ, средний танк Т-34, самолеты, истребители Як-1, Лак-3, МиГ-3, штурмовик Ил-2, бомбардировщик П-2, реактивные установки на машинах «Катюшек».
Эти разработки стали возможны после создания системы подготовки научно-технических кадров, а также конструкторских бюро и опытных цехов. В итоге, всего через год после начала войны Советский Союз сравнялся по выпуску вооружений с Германией и захваченными Гитлером странами Европы, а к 1944 году уже превосходил противника в производстве военной техники. И речь шла не только о количестве. Немецкое оружие в целом в последние годы войны уступало советскому по качественным характеристикам. Берия по-прежнему возглавлял органы разведки и контрразведки. Именно в годы войны начала приносить результаты выстроенная им агентурная сеть. Так, информация о предстоящем наступлении немцев на Курской дуге поступила от нескольких источников советской разведки. Некоторые из них остаются неизвестными до сих пор. Из донесений разведчиков Ставка Верховного Главнокомандования знала и о немецких планах направить танковую армию фон Клейста на Кавказ. Целью операции «Эдельвейс» был захват крупнейших в Европе нефтяных месторождений Баку и Грозного. А от того, кто будет владеть кавказской нефтью, во многом зависели шансы на победу в войне. Наступление вермахта развивалось быстрее, чем ожидала Ставка Верховного Главнокомандования. Немцы прорвали Южный фронт и, не встречая серьезного сопротивления, захватив горные перевалы, устремились к Грозному и Баку. Сталин поставил перед Берией задачу не допустить дальнейшего продвижения немцев к стратегическим запасам нефти. 23 августа 1942 года Лаврентий Берия вылетел из Москвы в Тбилиси. Его сопровождали несколько офицеров-грузин, отобранные им для организации обороны Кавказа. В небе над Баку из-за технической неисправности самолет загорелся. Лишь мастерство полковника Грачева, личного пилота Берии, позволило сбить пламя в воздухе. Ночью самолет приземлился в столице Грузии. Тут же, не теряя времени, Берия и его спутники отправились в Моздок. На подступах к городу уже шли бои. Руководство обороной Кавказа Берия фактически взял на себя. Прежде всего, он произвел ряд кадровых замен, поставив во главе армии молодых и способных командиров. Распорядился о переброске на Кавказ новых воинских соединений. По приказу Берии пограничные части немедленно перекрыли горные перевалы. Мобильные горнострелковые отряды были укомплектованы профессиональными альпинистами и снабжены бесшумным оружием. Само присутствие на фронте Берии поднимало боевой дух солдат. Это значило, что сдавать Кавказ руководство страны не собирается. Уже к ноябрю немецкое наступление было остановлено. После ареста Берии в 1953 году среди предъявленных ему обвинений звучало и такое. Почему осенью 1942 года он не разрешил использовать войска НКВД в боях на Кавказе? Не пытался ли он таким образом развалить Закавказский фронт и отдать Кавказ немцам? Предположение совершенно абсурдное, но подчинявшиеся Берии дивизии НКВД на Кавказе численностью около 120 тысяч человек действительно в боях не участвовали. Они готовились к осуществлению другой операции, которая планировалась в обстановке строжайшей секретности. Еще до вторжения немецких войск на Северный Кавказ здесь начались вооруженные стычки националистических группировок с советскими органами власти. Обстановка накалилась в 1942 году с началом наступления германской армии на Кавказ. Фашисты сразу попытались привлечь на свою сторону местное население и с этой целью развернули пропагандистскую кампанию. На нее откликнулись участники бандформирований,
которые оказали поддержку вермахту в захвате кавказских территорий. Отряды бандитов нападали на обозы Красной Армии, грабили и убивали местное население, препятствовали перегруппировке советских частей. К бандам присоединялись дезертиры, многие из них с личным оружием. Националистами, как правило, руководили немецкие агенты, засланные в советский тыл для организации восстаний и диверсий. Уже после освобождения Северного Кавказа бандиты продолжали борьбу против регулярных частей Красной Армии и войск НКВД. Они организовывали засады, убивали местных партийных и хозяйственных руководителей, угоняли из колхозов скот. Диверсии прекратились лишь после 1944 года, когда советское руководство приняло решение о депортации, то есть насильственном переселении некоторых кавказских народностей в отдаленные районы Советского Союза, на Урал, в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Проведением депортаций руководили комиссар госбезопасности второго ранга Иван Серов, а также Богдан Кабулов, который долгие годы входил в ближайшее окружение Лаврентия Берии. Сам Берия был инициатором большинства операций. Он же лично контролировал их ход и утверждал инструкции о порядке переселения народов. На сборы переселенцам давалось 24 часа. Хотя главной целью репрессий были бандиты и пособники врага, при этом пострадало множество невинных людей – женщин, детей, стариков. По разным данным, в годы войны были принудительно переселены представители 61 национальности. Согласно секретным инструкциям, переселению не подлежали военнослужащие и женщины, состоявшие в браке с лицами иных национальностей. Переселенные граждане не лишались избирательного права, сохраняли членство в партии, звания и должности. Им разрешалось взять до 500 килограммов личных вещей на семью. Деньги и ценности не изымались. Массовые депортации стали одной из позорных страниц советской истории. За вину отдельных лиц, народного меньшинства, наказывался весь народ целиком. Решения о переселении принимались несмотря на то, что в Красной Армии продолжали служить и героически воевать с неприятелем многие представители осужденных народов. Еще в феврале 1941 года из НКВД в отдельную структуру выделили Народный комиссариат государственной безопасности, будущий КГБ. Во главе встал Всеволод Меркулов, входивший в ближайшее окружение Лаврентия Берии. Однако рабочая нагрузка Берии от этого не снизилась. На него легла ответственность за новые направления работы НКВД, которые возникали во время войны. Берия официально отвечал за охрану советской делегации во главе со Сталиным на Тегеранской конференции в ноябре-декабре 1943 года. Он обеспечивал безопасность проезда литерного поезда из Москвы в Баку. При этом немецкие войска все еще находились на территории СССР, и в пути состав едва не попал под налет германских бомбардировщиков. Из Баку до Тегерана делегация летела на 2 самолетах «Дуглас». Их сопровождало 27 советских истребителей. Во время встречи глав союзных государств в Ялте в феврале 1945 года советская сторона была принимающей. Соответственно, расширился и круг задач, стоящих перед наркомом внутренних дел Лаврентием Берией. Еще недавно в Крыму хозяйничали гитлеровцы. Предстояло освободить железнодорожные пути от немецких мин-ловушек, привести в готовность намеченные для использования здания, наладить работу связи, организовать охрану объектов специального назначения. Не менее сложной оказалась подготовка Потсдамской конференции, или операции «Пальма», как она называлась в советских документах. План действий был утвержден 6 июня 1945 года приказом Берии. Система мероприятий включала в себя расчистку дорог, уборку разрушенных зданий, восстановление мостов, телефонных станций, систем водоснабжения и канализации, запуск 2 электростанций и подготовку 2 аэродромов к приему самолетов всех типов.
Кроме того, предстояло обнаружить и обезвредить тысячи неразорвавшихся боеприпасов. В течение месяца их ежедневно вывозили из окрестностей Берлина десятки грузовиков. За безопасность спецпоезда Сталина, прибывавшего из Москвы, отвечали 17 тысяч солдат и офицеров войск НКВД. 2 июля 1945 года Берия доложил Сталину и наркому иностранных дел Вячеславу Молотову о завершении подготовки операции «Пальма». Через 15 дней Потсдамская конференция начала свою работу. В Потсдаме президент США Гарри Труман сообщил Сталину об успешном испытании американцами ядерного оружия. Это не выглядело как желание поделиться своим достижением. Соединенные Штаты, таким образом, пытались оказать давление на Советский Союз, который стал для них и Великобритании идеологическим и военным противником. 9 мая 1945 года Великая Отечественная война закончилась. Но Потсдамская конференция обозначила новый виток борьбы Советского Союза за свою безопасность. Впервые о проблемах по использованию атомной энергии в военных целях Берия сообщил Сталину еще перед войной и предложил немедленно начать работу в этой области. Но дело шло очень медленно. Основные ресурсы отбирал фронт. Научно-технической частью работ руководил будущий академик Игорь Курчатов. Бездействие руководства на местах и нежелание помогать приводили его в негодование. Общей координацией ядерного проекта занимались управленцы, которым не хватало ни знаний, ни готовности глубоко погрузиться в колоссальный список научных и технических проблем. Советский атомный проект еще ждал человека, который возьмет на себя ответственность за его реализацию, а мир уже стоял на пороге новой эпохи – эпохи ядерного оружия. 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму. За считанные минуты этот японский город превратился в ад на земле. Тысячи мирных, ни в чем не повинных жителей, оказавшихся в эпицентре взрыва, дети, женщины, старики, погибли мгновенно. Люди пытались спрятаться от жара, который плавил кожу, но были накрыты мощной взрывной волной. Рушились здания, многочисленные пожары объединились в беспощадный огненный смерч. Через 3 дня, 9 августа, над Нагасаки прогремел второй взрыв. В ходе этих двух молниеносных операций американские вооруженные силы уничтожили более 200 тысяч мирных жителей. В бомбардировках Японии не было военной необходимости. Они стали угрожающим сигналом СССР и всему миру. Расстановка сил на планете изменилась в одночасье. Роль, которую Советский Союз будет играть в мировой политике, теперь во многом зависела от того, сможет ли он в кратчайший срок создать собственное ядерное оружие. 15 января 1946 года в газете «Известия» появилось несколько строк. Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу товарища Берии об освобождении его от обязанностей Наркома внутренних дел СССР ввиду перегруженности его другой центральной работой. О сути новой работы ничего не сообщалось, ведь постановление Государственного комитета обороны от 20 августа 1945 года носило гриф «Совершенно секретно». Распоряжением за подписью Сталина создавался специальный комитет, наделенный чрезвычайными полномочиями для реализации атомного проекта. Как председатель специального комитета, Лаврентий Берия был наделен небывалой для тех лет свободой принимать решения. У него была неограниченная власть в распоряжении ресурсами, и финансовыми, и кадровыми. Вопреки бытующему до сих пор мнению, его роль никогда не сводилась лишь к получению агентурной информации из-за рубежа. Однако организованная Берией операция по добыче разведданных в области ядерных исследований действительно стала уникальной во всей истории разведки. Еще в военные годы советские агенты были внедрены в научные и конструкторские центры США, где создавалось атомное оружие.
В итоге, всего через 12 дней после окончания сборки в США первой ядерной бомбы в Москве получили описание ее устройства. Выдающиеся отечественные физики, трудившиеся над атомным проектом, Игорь Курчатов, Юлий Харитон, Исаак Кикоин, Яков Зельдович, Лев Ландау, Абрам Алиханов, Георгий Флеров и многие другие опирались на готовые зарубежные разработки, что значительно ускорило решение принципиального вопроса – конструкции атомной бомбы. И все же полученные советской разведкой данные не решали всех проблем. Понимать, как устроена бомба, было недостаточно. Производство самой взрывчатки оказалось вопросом не менее сложным, и советским специалистам предстояло проделать огромную работу. Прежде всего, в СССР в недостаточном объеме добывалась урановая руда. Для создания одной атомной бомбы требовались тонны этой породы. Урановые руды на месторождениях в среднем содержат не более 0,2% природного урана, который состоит из 3 изотопов. Урана-238 содержание 99,2%, урана-235 0,72% и урана-234. В военных целях используют уран-235, потому что в отличие от наиболее распространенного изотопа урана-238, в нем возможна самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция. Для взрыва ядерной бомбы содержание урана-235 в ядерном заряде не должно быть ниже 80%, поэтому природный уран приходится обогащать. Для получения 1 килограмма высокообогащенного урана требуется более 219 килограммов природного урана. Первая атомная бомба на основе урана-235 была сброшена Соединенными Штатами Америки на японский город Хиросима в 1945 году. Эта бомба имела ядерный заряд из обогащенного урана-235 массой около 64 килограммов, для получения которого было использовано более 14 тонн природного урана. В 1 тонне урановой руды содержится порядка 2 килограммов необогащенного урана. Чтобы получить 1 тонну этого металла, необходимо добыть и переработать не менее 500 тонн руды. К августу 1945 года разведанные запасы урана в СССР оценивались всего в 300 тонн. Нехватку отечественного урана поначалу удалось компенсировать трофейным немецким сырьем, а также продукцией урановых предприятий стран Восточной Европы, с которыми СССР заключил соглашение. Однако этих объемов не хватало. Берии пришлось вплотную заняться вопросами геологии. Профессор Михаил Альтгаузен, тогда руководитель спецсектора номер 6 Всесоюзного института минерального сырья, вспоминал: Берия был тактичен и внимателен. Совещание началось часов в 12 ночи, а закончилось к 6 утра. Нам ни в чем не было отказа. Рабочая сила появлялась по первому требованию. Продукты и снаряжение выдавались вне очереди. Командировочные, например, нам платили в 4 раза больше, чем другим геологам. Уже к 1948 году в разведке месторождений и добыче урана было занято более 600 тысяч человек. К строительным и геолого-разведочным работам привлекли тысячи заключенных ГУЛАГа, а также немецких военнопленных. В стране создались десятки новых институтов, лабораторий, конструкторских бюро. С нуля возникали целые отрасли промышленности. Атомные объекты были разбросаны по огромной территории. Москва, Ленинград, Сухуми, остров Новая Земля, Семипалатинск, города Среднего и Южного Урала. Исследовательский центр расположился в поселке Саров, будущем Арзамасе-16, который получил статус закрытой режимной зоны. Здесь над проектом ядерной бомбы трудились ведущие физики страны. Берии удалось привлечь к работе над советским атомным оружием и немецких специалистов.
была создана комиссия, которая отбирала талантливых ученых и студентов по всему Советскому Союзу. Так был замечен молодой физик Андрей Сахаров, будущий академик и нобелевский лауреат, один из создателей первой в мире сверхмощной термоядерной или водородной бомбы. Сахаров вспоминал свою первую встречу с Берией в 1950 году. Он встал, давая понять, что разговор окончен, но вдруг сказал: «Может, у вас есть какие-нибудь вопросы ко мне?» Спонтанно, без размышлений я спросил: «Почему наши новые разработки идут так медленно? Почему мы все время отстаем от США и других стран, проигрывая техническое соревнование?» Берия ответил мне прагматически: «Потому что у нас нет производственно-опытной базы, а у американцев сотни фирм с мощной базой». Берия понимал, что достичь желаемого результата можно единственным способом – если сконцентрировать научные, промышленные и финансовые ресурсы вокруг одной проблемы. Понимал он и то, что при реализации атомного проекта невозможно осуществить планирование. Ведь нельзя предугадать, какие идеи придут в голову ученым или какие сведения доставит разведка из-за рубежа. Так Берия разрешил выполнять строительно-монтажные работы без утверждения смет и проектов, производить оплату по фактическим затратам и вести финансирование строительства, а также распорядился выделять на премии сотрудникам 1,5–2% от расходов. Многотомную документацию по атомному проекту Берия прорабатывал досконально, с карандашом в руках. Подчиненные знали, что скрыть от него промахи и просчеты было невозможно. Из воспоминаний разведчика Судоплатова. Вначале у людей превалировал страх, но постепенно у работавших с ним несколько лет чувство страха исчезало, и приходила уверенность, что Берия будет поддерживать их, если они успешно выполняют важнейшие народно-хозяйственные задачи. Берия часто поощрял в интересах дела свободу действий крупных хозяйственников в решении сложных вопросов. Через 4 года после создания специального атомного комитета учебный полигон номер 2 в Казахстане готовился к первому испытанию бомбы РДС-1. 29 августа 1949 года, 7 часов утра. К моменту взрыва под Семипалатинском из донесений разведки уже было известно, что американцы работают над созданием бактериологического оружия. Тогда под патронажем Берии была организована исследовательская группа по разработке способов защиты от биологической атаки. В нее входил будущий главный государственный санитарный врач СССР Петр Бургасов. Из воспоминаний Бургасова. Когда мы приходили к нему в кабинет, он доставал большой блокнот. Он не любил никаких вступлений и различных разговоров. И когда мы ему докладывали, он в это время рисовал что-то в своем блокноте. Я вначале не понимал, в чем дело. Но у человека была такая манера, чтобы сосредоточиться, изображать что-то у себя в блокноте. Другой важной государственной задачей стало создание систем противовоздушной обороны и ракетного оружия. Советское ракетостроение рождалось под непосредственным контролем Берии. Так закладывалась основа для освоения космоса. Сергей Королев еще в 1946 году был назначен главным конструктором особого конструкторского бюро ОКБ-1, которое занималось разработкой баллистических и геофизических ракет. Первый запуск ракеты с собаками на борту состоялся 22 июля 1951 года, за 8 лет до легендарного полета «Белки и стрелки». Как человек прагматичный, Берия вначале относился к полетам в космос с долей иронии. Когда Королев доложил ему об успешном запуске собак в космос, Берия переспросил: «Так уж и в космос». Королев с улыбкой ответил: «А 90 километров – это уже космос, товарищ Берия».
В феврале 1953 года Берия поставил свою подпись под 2 постановлениями Совмина СССР о 3-летних планах опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по ракетам дальнего действия. Закладывался мощный фундамент для создания будущих межконтинентальных и космических ракет. Появятся Р-7, разработанная Сергеем Королевым, ракеты «Буря» Семена Лавочкина и «Буран» Владимира Месищева. Берия отвечал не только за науку. Он не забыл и о своем юношеском увлечении архитектурой. Знаменитые сталинские высотки в Москве по праву можно назвать бериевскими, поскольку именно Лаврентий Берия отвечал за план переустройства столицы. Он же отстаивал идею просторных квартир с высокими потолками для советских граждан. Эти дома до сих пор называют сталинками. А вот к развернувшейся в стране борьбе с космополитизмом Берия не имел никакого отношения. Политическая кампания была направлена против советской интеллигенции и носила выраженный антисемитский характер. После смерти Сталина именно Берия первым выдвинул предложение прекратить дело врачей и реабилитировать осужденных по делу еврейского антифашистского комитета. Дело врачей начала 50-х годов 20 века. В материалах следствия дело о сионистском заговоре в МГБ. Уголовное производство против группы видных врачей, сотрудников лечебно-санитарного управления Кремля, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. Дело врачей-отравителей связали с заявлением кардиолога Лидии Тимошук от 1948 года о неправильном лечении члена Политбюро Андрея Жданова, приведшем к смерти пациента. Инициированные эти дела были лично Сталиным, а разрабатывались Министерством госбезопасности, которое в послевоенные годы возглавлял Виктор Абакумов. В 1951 году Абакумова арестовали, его сменил Семен Игнатьев. Отношения у Берии с обоими были, мягко говоря, натянутыми. Особенно Берию раздражало то, что Игнатьев довел разведку до удручающего состояния. Засилье непрофессионалов приводило к массовым провалам, разоблачению агентуры и появлению перебежчиков. Конечно, открыто бороться против нового сталинского выдвиженца Берия не мог. Он чувствовал, что тот же Игнатьев может в любой момент санкционировать его арест. Для таких опасений были серьезные основания. В ноябре 1951 года в Грузии арестовали ряд руководителей. Все они ранее входили в близкий круг Берии. Как и он, были мингрелами. Их обвинили в национализме и ориентации на Турцию, но явной целью мингрельского дела был Лаврентий Берия. Сталин давал понять своему соратнику: несмотря на все его заслуги и успехи, от него в любой момент можно легко избавиться. Незаменимых в стране нет. Тем, кто, как Берия, почувствовал себя незаменимым, следовало, по мысли Сталина, указать на место. Но тогда Берия остался на свободе. «1 марта 1953 года на ближней даче в Кунцеве охранники обнаружили Сталина на полу в беспомощном состоянии. Они перенесли его на диван, после чего связались по телефону с непосредственным начальником, министром госбезопасности Игнатьевым. Тот переадресовал их к высшему руководству страны. Ночью 4 самых приближенных к вождю руководителей партии и правительства – Берия, Маленков, Хрущев и Булганин – собрались на даче Сталина, чтобы оценить ситуацию. Потревожить самого Сталина не решились. По сообщению охраны, он спал. О том, чтобы пригласить врачей, речь не шла. В сталинском понимании они были убийцами. И рисковать никто из его окружения не хотел. На следующий день охрана, боясь обвинений в бездействии, снова позвонила наверх. Только тогда бюро Президиума ЦК приняло коллективное решение вызвать к Сталину врачей. Те поставили диагноз
кровоизлияния в мозг. 4 марта в газетах появилось первое официальное сообщение о болезни Сталина. Это означало, что надежд на выздоровление нет. В тот же день Берия и Маленков подготовили предложение о новом составе высшего руководства страны. Через день они были единогласно приняты на пленуме ЦК, который состоялся в Большом Кремлевском дворце. Сталинские последователи создавали систему власти, в которой никто не мог бы претендовать на роль безусловного лидера. Руководство аппаратом ЦК партии было поручено Хрущеву. Председателем Совета министров, то есть главой правительства, стал Маленков. Одним из его первых заместителей – Берия. Он же становился и министром внутренних дел. Сталин лишался руководящих постов, но был формально включен в состав нового президиума ЦК. 5 марта 1953 года в 21 час 50 минут после мучительной агонии он скончался. Ушел от нас человек, самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира. Позднее появилась версия о том, что Берия подготовил заговор, в ходе которого Сталина отравили. Но для нее нет серьезных оснований. Более того, Берия к тому моменту не имел реальных рычагов для осуществления такой операции. Зато теперь, когда вождь умер, у Берии появлялся шанс воплотить в жизнь экономические и политические реформы, которые, как он считал, давно назрели в стране. Снова заняв пост главы Министерства внутренних дел, он запустил процесс реабилитации и пересмотра сфальсифицированных дел. Был издан приказ о запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия. Берия также выступил за расширение гражданских прав населения. Из записки Берии в Президиум ЦК КПСС об упразднении паспортных ограничений от 13 мая 1953 года. Наличие в стране широких паспортных ограничений создает трудности в устройстве не только для граждан, отбывших наказание, но и для членов их семей, которые также в связи с этим нередко бедствуют и испытывают материальные лишения. Следует отметить, что такой практики паспортных ограничений не существует ни в одной стране. Уже в марте 1953 года Берия предложил амнистировать около 1 миллиона человек. Под амнистию попадало несколько категорий заключенных, в том числе осужденные на срок до 5 лет, женщины, имеющие малолетних детей, беременные, несовершеннолетние, престарелые и страдающие тяжелыми неизлечимыми недугами. Берия представил записку как рабочий документ, без юридической составляющей. Но уже через день, не проведя консультаций с Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции, председатель Президиума Верховного Совета СССР Ворошилов и секретарь Президиума Пегов подписали указ об амнистии. Поспешность привела к тому, что наряду с указанными категориями осужденных на свободу вышли большие группы уголовников, что немедленно привело к скачку преступности в стране. И хотя амнистию в народе называли Ворошиловской, позже Хрущев всю вину за эти события возложит на Лаврентия Берию. О реальном уровне жизни в стране Берия знал как никто другой в высшем руководстве СССР. Нерешенный жилищный вопрос, нехватка элементарных товаров первой необходимости, обнищание колхозного крестьянства. Берия выступал за сокращение расходов на военные нужды и замораживание дорогостоящих строек. Также он предложил сократить до минимума роль партии в управлении промышленностью и начал продвигать на центральные должности в республиках национальные кадры, то есть представителей коренного населения. Не меньшую активность Лаврентий Берия проявлял в международных делах. Он добился начала переговоров о прекращении войны между Северной Кореей, которую поддерживали Советский Союз и Китай, и Южной Кореей, опиравшейся на военную помощь американского правительства. Также Берия начал восстанавливать дружеские отношения с Югославией. В последние годы жизни Сталина разногласия с лидером Югославской республики Иосипом Броз Тито привели к разрыву дипломатических отношений между странами. В итоге бывший союзник Советского Союза вошел в зону влияния США.
и Берия пытался устранить эту внешнеполитическую проблему. Другим острейшим вопросом оставалась судьба побежденной Германии. Согласно принятым в Ялте и Потсдаме соглашениям, она должна была быть воссоздана как единое государство, которое не входит ни в какие военные блоки. Однако история распорядилась иначе. К 1953 году Германия оставалась разделенной на западную и восточную. Берия был самым убежденным сторонником скорейшего объединения страны. Только этот шаг, по его мнению, мог привести к разрядке отношений между Советским Союзом и капиталистическими странами. В соответствии с решениями Ялтинской конференции, часть территории Германии после Второй мировой войны вошла в сферу влияния СССР и была оккупирована советскими войсками. Эти территории включали в себя восточные земли – Мекленбург, Верхнюю Померанию, Бранденбург, Саксонию-Анхальт, Саксонию, Тюрингию и часть Берлина. Впоследствии советские дипломаты неоднократно пытались восстановить единую Германию, но Соединенные Штаты и Великобритания отказывались идти на это, поскольку нуждались в территории для размещения своих военных баз вблизи советских границ. В сентябре 1949 года в англо-американской зоне оккупации было образовано новое государство – Федеративная Республика Германия, ФРГ. Ответом советского правительства стало провозглашение Германской Демократической Республики, ГДР, в октябре того же года. По сути, Берия предлагал программу масштабной перестройки советской системы. Многие из высказанных им предложений осуществились уже после его гибели. Смелые инициативы Берии не могли не встревожить Хрущева и партийную бюрократию. В его действиях и заявлениях они видели готовность играть первую роль в руководстве страны. К тому же Берия располагал компроматом, собранным на партийных лидеров Советского Союза, начиная с 20-х годов. После смерти Сталина Берия был уверен в своей неуязвимости. Хрущева он всерьез не воспринимал, а от своего ближайшего друга Маленкова меньше всего ожидал удара. Однако Хрущеву, который в обстановке строжайшей секретности планировал заговор против Берии, удалось склонить Маленкова на свою сторону. Министр обороны Булганин обеспечил поддержку армии. Маршал Жуков тоже встал на сторону заговорщиков. Обстоятельства ареста и смерти Лаврентия Берии до сих пор остаются предметом дискуссий. По официальной версии, 26 июня 1953 года Берию вызвали на совещание Совета министров СССР. Его обвинили в буржуазном перерожденчестве и в подготовке государственного переворота. По сигналу Хрущева в кабинет вошла группа генералов во главе с маршалом Жуковым. Берию арестовали и отвезли в подземный бункер штаба Московского военного округа. Там Лаврентий Берия в течение полугода ожидал суда. Впрочем, в эту историю верят не все. Серго Берия высказал версию о том, что его отца убили сразу после ареста, и что сам арест происходил 26 июня не в Кремле, а в их особняке на Малой Никитской улице. По другой версии, Берия был расстрелян в бункере штаба Московского военного округа задолго до вынесения ему смертного приговора. Действительно, в деле Берии много странностей и нестыковок. Например, постановление на его арест было выписано 8 июля, то есть спустя 12 дней после официальной даты ареста. В материалах дела отсутствуют фотографии и отпечатки пальцев Берии, что было совершенно недопустимо в советском делопроизводстве. Нет ни одного протокола очных ставок, нет ни одной подписи самого Берии на документах. Свидетели утверждают, что из бункера, где якобы находился арестованный, в помещение для допроса выводили человека с лицом, завязанным полотенцем, в шляпе Берии. Многие из тех, кто 23 декабря 1953 года присутствовал на суде над Лаврентием Берией, утверждали, что живого они его там не видели. На том процессе Берия, или его двойник, обвинялся в шпионаже в пользу Великобритании, попытке государственного переворота и других преступлениях.
Но еще задолго до решения суда на посвященном Берии пленуме ЦК Хрущев определил его в авантюристы и большие интриганы. Припомнил его работу на муссаватистскую контрразведку, а затем заявил: ловкость, нахальство и наглость – это основные качества Берии. Первому секретарю Компартии вторили советские газеты. Передовицы с призывами уничтожить преступную шайку Берии явственно напоминали о сталинских процессах. Печать распространила информацию, которая взбудоражила умы советских граждан, о том, что Берия насиловал женщин, не пренебрегая несовершеннолетними девочками. По слухам, их отлавливали на московских улицах сотрудники НКВД и привозили к министру на дом. Именно обвинения в моральном разложении оказались в народной памяти самыми живучими. Да, слабый пол Берия действительно любил. Однако многие свидетельства говорят о том, что эти встречи происходили по взаимному согласию. В обязанности начальника секретариата Берии Рафаэля Саркисова входило ведение списка женщин, посещавших его начальника. В единственном сохранившемся списке значилось 39 фамилий. На следующий день после сообщения об аресте Лаврентия Берии в прокуратуру поступило заявление от некой Валентины Дроздовой. Она утверждала, что 4 годами ранее, в возрасте 16 лет, была изнасилована Берией и жила с ним под угрозой физической расправы. Как выяснилось позже, Дроздова долгие годы была любовницей Берии. У них родилась дочь, а заявление она написала из страха, что у нее могут забрать девочку, отца которой объявили государственным преступником. Суд не стал вдаваться в детали. Обвинение в растлении малолетних в отношении Лаврентия Берии считалось доказанным. Что же касается Нино Берии, то она давно знала о похождениях мужа. Еще в начале 40-х годов супруги отдалились друг от друга, но решили поддерживать видимость брака для окружающих. После ареста Берии Нино Теймуразовну вместе с сыном Серго заключили в Лефортовскую тюрьму. Ни она, ни сын не дали показаний против родного человека. Не согласились свидетельствовать против Берии и его ближайшие соратники, которые также были арестованы. 24 декабря 1953 года газета «Правда» опубликовала материал об уголовном деле по обвинению Берии и других. В сообщении перечислялись преступления Берии и еще 6 обвиняемых и объявлялось о вынесении приговора – расстрел. Жирным шрифтом было напечатано: «Приговор приведен в исполнение». Точное место захоронения Берии неизвестно до сих пор. Официально считается, что его прах захоронен в одной из общих могил на Новом Донском кладбище. Однако справка о кремации тела отсутствует. В 1952 году вышел 5-й том Большой советской энциклопедии, в котором была статья о Берии с его портретом. В 1954 году подписчики Большой советской энциклопедии неожиданно получили письма от редакции, где им настоятельно рекомендовали ножницами или бритвой вырезать страницы, посвященные Берии, и вклеить другие, присланные в том же письме. Во времена хрущевской оттепели в печати и литературе произошла демонизация образа Берии. На него, как на главного инициатора, возлагали вину за все массовые репрессии. Он стал фигурой, на которую повесили грехи сталинской эпохи. В мае 2002 года военная коллегия Верховного суда Российской Федерации окончательно признала Лаврентия Берию лицом, не подлежащим реабилитации. Причастность к массовым репрессиям и организации депортации народов перевесила все, что Берия сделал для страны: обеспечение обороноспособности в военные и послевоенные годы, организацию масштабных работ по созданию атомной бомбы, бактериологического оружия и ракетно-космических войск, без которых Советский Союз не смог бы установить военный паритет с Соединенными Штатами. Были забыты и смягчение режима в ГУЛАГе, и первые реабилитации несправедливо осужденных, и попытки демократизировать систему после смерти Сталина. Воображению последующих поколений рисовался мстительный тиран, утопающий в крови своих врагов. Правда в том, что Берия, как, впрочем, и все государственные руководители того времени, невысоко ценил человеческие жизни.
Сожалел ли он о погубленных при его участии жертвах режима? Или шагал вперед, не задумываясь? Этого мы никогда не узнаем.